В женской тюрьме одна за другой беременеют заключенные. Когда охрана решает провести расследование и выяснить причину, все приходят в ужас. Доктор Элизабет уставилась на монитор ультразвукового исследования широко раскрытыми глазами. Более чем за 10 лет работы врачом она видела много странных вещей. Но это было совершенно неожиданно. Изображение на экране УЗИ было четким и не вызывало сомнений. И ее разум отчаянно пытался найти логическое объяснение тому, что она видела. Когда Элизабет наконец смогла придумать, что сказать, она позвала женщину-охранника, которая ждала у двери. «Мэдисон, не могла бы ты позвать начальницу? Скажи ей, что это срочно», — спросила врач, пытаясь сохранить профессиональный тон. Но в ее голосе явно слышалась тревога. Мэдисон нахмурилась, но не стала задавать вопросов. Она просто кивнула и быстро ушла, чтобы позвать начальницу. Пока они ждали, Элизабет обратилась к пациентке, молодой женщине по имени Хиллари, которая беспокойно сидела на каталке и нервно постукивала пальцами. В ее глазах читалось то же замешательство, что и у Элизабет. «Доктор, я многого не понимаю, но эта штука на экране — это действительно то, о чем я думаю». Хиллари запнулась, не в силах закончить предложение. Элизабет сделала глубокий вдох и подтвердила. «Да, Хиллари, ты беременна. Но вопрос в том, как. Как ты забеременела здесь, в этом месте? Пожалуйста, объяснись. Мне нужно понять, как это произошло». Хиллари опустила глаза в пол, пытаясь избежать вопроса. Ее дискомфорт только усилился, когда дверь открылась, и Саманта, заведующая отделением, вошла в палату с серьезным выражением лица и твердыми шагами. Саманта была смущена, увидев выражение дискомфорта на лице врача. «В чем дело, Элизабет? Что происходит?» — спросила Саманта, переводя взгляд с Элизабет на Хиллари, пытаясь понять серьезность ситуации. Элизабет указала на монитор УЗИ, который все еще был включен. «Вот смотрите», — сказала врач, уже предвкушая реакцию. Саманта подошла, и ее глаза расширились, когда она увидела изображение. «Нет, этого не может быть. Она беременна. Но как? Она уже третья на этой неделе?» — недоверчиво спросила Саманта. Доктор и заведующая обменялись взглядами, в которых отразились одинаковые сомнения и растерянность. «Это серьезно, Саманта. Мы не можем просто сидеть здесь и ничего не делать. Что-то происходит», — сказала Элизабет. Саманта провела рукой по своему усталому лицу, явно пытаясь переварить информацию. В женской тюрьме, где они работали, были чрезвычайно строгие правила. Интимные свидания были запрещены, а контакты с внешним миром контролировались. «Это невозможно. Здесь женщина никак не могла забеременеть», — сказала Саманта, качая головой. «Но вы правы. Прямо у нас под носом происходит что-то очень нехорошее». Хиллари, молодая заключенная, молча слушала разговор. Доктор посмотрел на нее с серьезным выражением лица, и она начала нервно говорить. «Хиллари, я спрошу тебя только один раз», — сказала Элизабет, стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно и мягко. «Как ты забеременела? Кто отец ребенка?» Хиллари вспотела и сжала кулаки, пытаясь придумать ответ. «Я не знаю, как это случилось», — сказала она дрожащим голосом. «Я ничего не делала, клянусь. Я не знаю. Пожалуйста, не спрашивайте меня больше». Элизабет и Саманта обменялись многозначительными взглядами. Что-то было не так. Молодая женщина явно что-то знала, но отказывалась говорить. Надзирательница, которая и без того была в нетерпении, скрестила руки на груди и приблизилась к Хиллари, как будто одним своим присутствием могла добиться ответа. «Послушайте, Хиллари», — твердым голосом начала надзирательница, «ты третья женщина, которая забеременела здесь и только за эту неделю. А это значит, что в исправительном учреждении что-то происходит, и нам нужно знать, что и как. А теперь расскажи нам, как ты забеременела». Хиллари отшатнулась, пораженная внезапным столкновением.
«Я сказала вам, что не знаю и не хочу больше об этом говорить», сказала она, резко поднимаясь с каталки, явно потрясенная давлением. Прежде чем они успели остановить ее, Хиллари вышла за дверь в сопровождении охранника, снова оставив доктора и надзирателя без ответа. В течение следующих нескольких дней напряженность в тюрьме усилилась. Саманта решила созвать совещание из тюремного персонала, чтобы обсудить подозрения и попытаться найти новые улики. Собравшиеся в небольшом конференц-зале сотрудники службы безопасности и другие сотрудники внимательно слушали рассказ Саманты о ситуации. Мэдисон, одна из надзирательниц, ответственных за заключенных, почесала затылок, прежде чем сказать: «Я провожу весь день с этими женщинами и никогда не замечала ничего подозрительного. Они проводят день в кафетерии или во внутреннем дворе, занимаясь своими домашними делами. Я не понимаю, как они могли забеременеть». Элизабет согласилась. И здесь не разрешены интимные свидания. Контакт всегда контролируется. Все отслеживается камерами. Это делает ситуацию еще более странной. В комнате повисла тяжелая тишина, пока другой охранник, Мария, не сказала: «А что, если это не кто-то со стороны? Что, если это кто-то из тех, кто работает с нами?» Саманта переглянулась с Элизабет. Идея была тревожной, но в ней был смысл. «Как вы думаете, может ли быть вовлечен сотрудник? Я никого не обвиняю, но мы не можем исключить такую возможность. Возможно, кто-то воспользовался перерывом в работе, чтобы встретиться с женщинами подальше от камер», осторожно предположила Мария. Саманта приняла это предложение к сведению, но все сотрудники службы безопасности, а также другие уборщицы и работники столовой – женщины. Единственный мужчина здесь – мистер Алекс. В комнате воцарилась еще более глубокая тишина. Никто не осмеливался обвинять старика в подобных вещах. Он был хорошо известным, добрым и харизматичным джентльменом. Мистер Алекс был охранником, стоявшим у ворот при входе в исправительное учреждение, и за те 20 лет, что он там проработал, он почти не общался с заключенными. По крайней мере, так все думали. В голове Саманты зародилось сомнение, и она решила просмотреть все записи с камер наблюдения за последние несколько месяцев. Позже в комнате наблюдения Элизабет и Саманта просмотрели все записи, какие только могли. Они осмотрели каждый коридор, каждый угол в поисках чего-нибудь, что могло остаться незамеченным. Работа была изнурительной, но необходимой. Во время одной из таких записей Элизабет заметила нечто необычное. На кадрах видно, как Хиллари, последняя заключенная, которая забеременела, выходит из одной из дверей в коридоре, а прямо за ней следует мистер Алекс. Они вдвоем вошли в другой коридор, где были туалеты, и куда камера не могла попасть, и через несколько минут вернулся только мистер Алекс. Все здесь казалось очень подозрительным. Зачем он пошел в туалет с заключенной? У него есть ванная в караульном помещении, сказала Саманта. Как вы думаете, может ли он быть ответственен за все это? Элизабет спросила, не скрывая своего волнения. Никто из них не хотел верить, что мистер Алекс может быть тем, кто виноват во всех этих беременностях. Но он был там единственным сотрудником мужского пола, и подозрение пало на него. Прежде чем делать поспешные выводы и обвинять кого-либо в чем-то столь серьезном, начальница решила, что лучше всего поговорить с мистером Алексом. Но, к ее удивлению, он был в отпуске. Известие об отпуске мистера Алекса сняло с него все подозрения, поскольку старик отсутствовал уже почти месяц, когда появилась первая беременная женщина. В телефонном разговоре он также объяснил, что начал пользоваться туалетом заключенных, когда в туалете караульного помещения проводился ремонт. Саманта испытала облегчение, узнав, что бедный старина Алекс ни в чем не виноват. Но тайна оставалась загадкой. И словно судьба сговорилась против них, в их жизни взорвалась новая бомба. Всего через неделю после последнего обнаружения беременности в тюрьме Элизабет нерешительными шагами вошла в кабинет начальника. Ее лицо было бледным,
как будто она только что получила тревожное известие. «Саманта, ты не поверишь, но у нас еще один случай, и на этот раз это Сюзанна», — сказала Элизабет. Во взгляде, который Саманта бросила на Элизабет, были удивление и отчаяние. Сюзанна была яркой фигурой в тюрьме, известной своим устрашающим поведением и влиянием, которое она оказывала на других заключенных. Это была внушительная женщина с сильной осанкой и твердым выражением лица. Ее сурового взгляда было достаточно, чтобы заставить любого отвести взгляд. «Нам нужно поговорить с ней немедленно», — сказала Саманта, поспешно вставая. Элизабет кивнула, и они вместе направились во внутренний двор, где обычно в это время дня находилась Сюзанна. Когда они приехали, заключенная уже ждала их с вызывающим выражением лица. Скрестив руки на груди и приподняв бровь, она выглядела готовой к любой конфронтации. Другие заключенные вокруг них перешептывались, обмениваясь любопытными взглядами. «Сюзанна, мы можем немного поговорить наедине?» — спросила Саманта, пытаясь сохранить самообладание. Сюзанна издала саркастический смех и пренебрежительно покачала головой. «Сюзанна, мы хотим понять, что здесь происходит. 3 заключенные забеременели, а теперь и ты. Мы знаем, что здесь что-то происходит, и нам нужно знать, что именно», — сказала Элизабет. Сюзанна пристально посмотрела на них, поддразнивая обоих. «Вам не стоит вмешиваться в проблемы других людей. Я ничего не расскажу. Так что прекратите свое маленькое расследование». Бросив на Саманту последний угрожающий взгляд, Сюзанна повернулась и ушла. На следующий день была назначена встреча с администрацией тюрьмы. Саманта и Элизабет были заметно напряжены, когда вошли в комнату, где их с серьезными лицами ожидали директора. Саманта начала встречу с рассказа о событиях последних нескольких недель. Элизабет поделилась с ней документами и медицинскими подробностями о заключенных. Когда они упомянули об отсутствии интимных свиданий, лица присутствующих стали еще более растерянными. «При всем моем уважении», — сказала Саманта, глубоко вздохнув, «эта ситуация уже кажется нам нелепой. 4 беременные женщины вместе, где такое не должно быть возможным, и мы понятия не имеем, как это происходит». После неловкого молчания начальник тюрьмы наконец нарушил напряженную атмосферу. «Мы не можем игнорировать это. Нам нужно принять меры. Мы собираемся усилить наблюдение и установить камеры во всех возможных уголках». Решение было принято единогласно. Больше не будет неконтролируемых помещений. Ни один коридор, проходная или внутренний двор не останутся без камер. Это была последняя попытка разгадать тайну. В течение следующей недели Элизабет и Саманта провели бесчисленное количество часов, просматривая записи. Каждое движение заключенных, охранников и персонала детально анализировалось. Но как бы они ни присматривались, ничего необычного не происходило. Все было под очевидным, и тайна сохранялась. Элизабет в изнеможении потерла глаза, в очередной раз просматривая видеозапись последней смены. «Саманта, я больше не знаю, что и думать. Мы проанализировали каждую деталь и ничего не нашли», — сказала Элизабет. Саманта разочарованно покачала головой и ответила: «Я тоже начинаю сомневаться, что мы что-нибудь найдем. Мы просмотрели все от рассвета до заката. И ничего». Дни стали однообразными. Саманта и Элизабет следовали одному и тому же распорядку. Они работали, а в свободное время погружались в записи в поисках ответов. Однажды днем Элизабет просматривала в кабинете медицинские записи, когда вошла Мэдисон в сопровождении молодой заключенной. «Доктор, это Луиза. Ей больно, поэтому я решил привести ее сюда», объяснил охранник, подводя заключенную к каталке. «Скажи мне, что ты чувствуешь, Луиза?» спросил мутер. Молодая женщина опустила глаза и нерешительно ответила: «Я была больна несколько дней. У меня болит живот, и я чувствую боль во всем теле. Я не могу нормально есть и спать». Элизабет внимательно наблюдала за ней.
Что-то в позе Луизы подсказывало, что она что-то скрывает. «Я собираюсь сделать УЗИ, чтобы поближе рассмотреть, что происходит», сказала Элизабет, уже подозревая, что она обнаружит. Через несколько минут подозрение подтвердилось. «Луиза, ты беременна», сказала Элизабет, уже думая о том, как она скажет Саманте, что беременна пятая девушка. Услышав эту новость, молодая женщина открыла рот, но не смогла произнести ни слова. Вместо этого она задрожала, а затем безудержно разрыдалась. Элизабет глубоко вздохнула, прежде чем повернуться к охраннику. «Мэдисон, пожалуйста, сходи к Саманте и скажи ей, что у нас есть еще одна беременная», попросила она, стараясь сдержать напряжение в голосе. Мэдисон не теряла времени даром. Быстро кивнув, она вышла из комнаты, а Элизабет осталась там, глядя на Луизу, которая все еще плакала, и слезы текли по ее лицу. «Луиза, все в порядке. Ты можешь мне доверять. Скажи мне, что происходит. Здесь. Ты в безопасности», сказала Элизабет спокойным и ободряющим тоном. Дрожащими руками Луиза вытерла лицо и виноватым шепотом призналась. «Я совершила ошибку. Я поступила очень неправильно». Прежде чем она смогла продолжить, дверь открылась и вошла Саманта в сопровождении Мэдисон. Саманта вошла в комнату, наблюдая за Луизой со смесью любопытства и серьезности. Скрестив руки на груди, она вопросительно посмотрела на Элизабет, которая ответила легким кивком, показывая, что ситуация щекотливая. «Луиза, мы здесь, чтобы помочь. Ты можешь рассказать нам», сказала Саманта, смягчая тон, чтобы успокоить молодую женщину. Луиза глубоко вздохнула, как будто собиралась с духом, чтобы открыть свое сердце. Она нерешительно перевела взгляд с Элизабет на Саманту, словно боялась, что ее слова будут опровергнуты. «Вы наблюдаете за нами. Все здесь это знают. Но проблема в том, что вы смотрите не в том месте». Она призналась, ее голос был тихим и неуверенным. Саманта нахмурилась и слегка наклонилась вперед, чтобы лучше слышать. «Что ты имеешь в виду? Что значит «не в том месте»?» спросила она, не скрывая своего растущего любопытства. Луиза отвела взгляд, заметно нервничая, и после долгого молчания призналась, что это делают нездешние люди. Это открытие ошеломило Элизабет и Саманту. Они обменялись недоверчивыми взглядами, прежде чем Саманта придвинулась еще ближе к молодой женщине. «Вы хотите сказать, что сюда приходят мужчины из-за пределов тюрьмы? Как такое возможно?» спросила Саманта, стараясь сохранять спокойствие перед лицом того, что она только что услышала. Луиза опустила голову, ее слова прозвучали почти шепотом. «Вы поймете, если посмотрите на внутренний двор. Там, между кустами и каменными скамейками, где Сюзанна и остальные всегда проводят время». Элизабет и Саманта были шокированы. Информация показалась абсурдной, но она частично объяснила загадку, которая мучила их в течение нескольких недель. «Луиза, ты уверена? Во дворе прячутся люди?» спросила Саманта с серьезным выражением лица. Луиза кивнула, почти не поднимая глаз. «Они не прячутся. Вы увидите, если присмотритесь повнимательнее». Несмотря на нерешительный тон молодой женщины, что-то в выражении ее лица испугало Элизабет и Саманту. Именно страх в глазах Луизы сделал все более реальным. «Так вот, почему так много женщин беременеют? Эти собрания проводятся там?» спросила Саманта, все еще пытаясь осознать услышанное. Луиза прикусила губу, явно испытывая неловкость. «Пожалуйста, не ходите туда, когда все будут во дворе. Если Сюзанна узнает, что я вам рассказала, я не знаю, что она сделает», прошептала она, почти умоляя. После признания Луиза вышла из комнаты, закончив разговор. Элизабет и Саманта обменялись взглядами, понимая, что это была самая конкретная зацепка, которая у них была на данный момент. «Нам нужно проверить камеры, мы поищем именно то место, о котором она упомянула. Если там что-то есть, мы должны увидеть это сейчас».
— решительно заявила Саманта. Элизабет кивнула, ее сердце бешено колотилось. Казалось, они наконец-то были близки к разгадке тайны, которая так долго их мучила. Через несколько минут они оба стояли перед экраном монитора, внимательно наблюдая за происходящим. Они сфокусировались на углу двора, упомянутом Луизой, между кустами и каменными скамейками. Первые несколько минут все казалось нормальным. Заключенные болтали, сидели на скамейках и прогуливались по двору. Но затем Элизабет заметила кое-что необычное. Только что там были 4 женщины. Теперь их осталось только 3. Саманта прокрутила записанное видео, прищурившись, чтобы лучше сфокусироваться на изображениях. «Ты права. Одна из них исчезла в кустах. Нам нужно посмотреть, куда она пошла», — сказала Саманта, пока они обе продолжали наблюдать. В течение 30 минут они наблюдали за 3 оставшимися заключенными, которые, казалось, были настороже, как будто за чем-то наблюдали. Затем пропавшая заключенная снова появилась среди кустов, как ни в чем не бывало. Элизабет затаила дыхание, чувствуя, как растет напряжение. Они подождали, пока в конце дня двор опустеет. Как только все заключенные вернулись в свои камеры, Саманта и Элизабет покинули комнату наблюдения и направились в указанное место. Добравшись до кустов, Саманта осторожно раздвинула листья и обнаружила нечто неожиданное. Небольшое отверстие в земле, почти незаметное среди зарослей. «Элизабет, смотри, мы нашли его!» — удивленно воскликнула Саманта. Элизабет наклонилась, и ее глаза расширились, когда она поняла, что это узкий, хорошо замаскированный туннель. Все это время прямо у них под носом. Они быстро позвали охранников, чтобы те спустились в туннель и выяснили, куда он ведет. Охранники пошли по узкой тропинке и через несколько минут вернулись с долгожданным ответом. Туннель соединял внутренний двор женской тюрьмы с внутренним двором мужской тюрьмы. Саманта, Элизабет и охранники расхохотались, как только поняли, что происходит. «Так вот оно что!» — прокомментировала Саманта, вытирая слезы от смеха. Тайна беременных женщин на самом деле была тайным романом между заключенными в 2 отделениях. По словам охранников, туннель, по-видимому, был результатом давней попытки побега, но она закончилась неудачей. Вместо того, чтобы вывести заключенных из тюрьмы, они прорыли его в противоположном крыле, создав тайную связь между 2 исправительными учреждениями. Там, в узком скрытом туннеле, пары заключенных регулярно встречались, пользуясь случаем и удачей, что обнаружили этот проход. При постоянных встречах и отсутствии средств контрацепции неизбежным результатом стало то, что несколько заключенных в конечном итоге забеременели. Саманта и Элизабет проинформировали руководство обеих тюрем о случившемся. После долгого обсуждения дальнейших действий было принято простое и эффективное решение — закрыть оба входа в туннель, чтобы предотвратить дальнейшие тайные встречи и, следовательно, новые неожиданные беременности. В качестве альтернативы администрация решила организовывать свидания в определенные дни месяца, гарантируя, что эти встречи будут проходить в безопасной и контролируемой обстановке с соблюдением необходимой конфиденциальности, чтобы избежать проблем в будущем. В последующие месяцы Саманта и Элизабет внимательно следили за раскрытием этой тайны. 5 младенцев, родившихся в тюрьме, были переданы семьям заключенных, которые должны были присматривать за детьми, пока матери отбывали наказание. Загадка беременных женщин превратилась в забавную историю, полную поучений, которую с большим удовольствием рассказывают на собраниях и рабочих встречах, как напоминание о том, что правда часто оказывается проще, чем мы себе представляем. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.